Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала! Я рада приветствовать вас! Здесь вы услышите необычные сказки и истории, которых вы никогда еще не слышали. Все потому, что я их придумываю сама и вам их потом читаю. Присаживайтесь поудобней, а я начинаю. Продолжение истории о том, как все сказки перепутались, и теперь весельчак вынужден все исправить. А эта история называется «Золотой мешочек» или «Как весельчак исправил все сказки». Маг проснулся, потянулся и произнес: «Ну и крепко же я спал!» Кот тоже выгнул свою спину, спрыгнул на пол и пошел по своим делам. Любимое занятие волшебника было сидеть в своем любимом кресле и читать сказки своему коту Пушистику. После того, как они позавтракали, Маг сидел за своим старым столом, где вокруг него громоздились горы свитков, а рядом на полу стоял волшебный сундучок со всеми сказками мира. Весельчак посмотрел на него, и только он подумал о том, чтобы почитать сказку, как крышка сундука открылась, и из него вылетела книжка. Он взял ее в руки и стал читать. Когда он прочел несколько строчек, то засмеялся. «Чудеса, да и только!» – приговаривал он, смеясь. Там была полная неразбериха и сплошной хаос. Буквы все перемешались, герои перепутались и стали совсем иными. Вместо знакомых сказок он увидел совсем другие истории. Принцессы подрались с богатырями, принцы уехали в другие сказки, а волшебники потеряли свои заклинания. И тут маг вспомнил, как они с котом сварили зелье и как золотой мешочек улетел в окно. «О-хо-хо-хо-хо!» — сказал маг, держась за свою бороду. Ему казалось, что это очень забавно и смешно. Но в этот самый момент окно открылось, и в него влетело письмо. Оно сияло мягким светом. Маг развернул его и стал читать. «Дорогой маг-весельчак, я королева сказочного государства. После вашего последнего эксперимента в нашей сказке произошли большие изменения. Герои больше не узнают меня, себя и свое королевство. Злодеи теперь пекут пироги, а я им прислуживаю. Прошу, помогите восстановить порядок. Без вас сказки погибнут». «Ой-ой-ой-ой-ой», — сказал маг и посмотрел на своего кота. «Пушистик, это ведь все из-за нас», — добавил он. Кот лениво поднял голову, как бы давая понять своему хозяину, что все это он сделал сам. Весельчак почесал свой затылок и произнес: «Нужно все исправить и вернуть героев в свои сказки». «Значит, за дело?» – решительно заявил волшебник, надевая свою потрепанную шляпу. «Но для начала нужно сварить зелье, чтобы открыть портал в сказку». И весельчак приступил к приготовлению. Пушистик очень любил наблюдать за тем, как что-то булькает в котле. Он тоже приготовился к этому магическому ритуалу, сел рядышком и стал смотреть. Весельчак взял с полки щепотку волшебной пыли,
положил в котел кусочек зеркала и повернулся за картой, чтобы определить то место, куда ему предстояло переместиться. На столе стояла тарелочка с недоеденным тортиком. Пушистик смахнул с нее кусочек вчерашнего торта и лапкой закинул его в котел. Это привело к тому, что зелье стало пениться разноцветной глазурью, а по всей комнате стал ощущаться сладкий аромат ванили. Весельчак понял, что зелье получилось неправильным. Он взял пустой бочонок и вылил в него испорченное зелье. Маг вновь приступил к приготовлению магического раствора. Взял все необходимые ингредиенты и бросил их в котел. Снова взял карту в руки и стал смотреть местность, где располагалось это королевство. Пушистик стал умываться и чиститься, и, как назло, потерял пару своих усов, и они случайно попали в котел. Теперь зелье приобрело пушистый вид. Маг снова вылил его в тот же мусорный бочонок и приступил уже в третий раз к приготовлению зелья для открытия портала. Когда волшебная пыль и кусочек зеркала растворились, кот принес откуда-то разноцветную ниточку и бросил ее в котел. Зелье вновь было испорчено, и волшебник вылил его в мусорный бак. Но капельки уже успели попасть на одежду весельчака, и теперь она всякий раз меняла свой вид. Но весельчак не стал обращать на это внимание. Его волновало лишь зелье для открытия портала. «Что же мне с тобой делать?» – произнес весельчак. А Пушистик с важным видом смотрел на своего хозяина. Немного подумав, маг решил отвлечь кота кошачьей мятой. Пушистик, почуяв свое любимое лакомство, спрыгнул со стола и стал играть, тереться и пускать слюни от своей мяты. Весельчак в этот момент уже почти приготовил зелье. Но кот, немного опьянев, схватил в зубы листочек и, запрыгнув на стол, бросил его в котел. Кот от радости стал плясать. Он тоже внес свой вклад в приготовление волшебного зелья. Волшебник молча взял котел и вылил зелье в бочку. Маг сел в свое любимое кресло и стал качаться. Пушистик запрыгнул на колени к своему хозяину и стал ластиться и мурлыкать. Волшебник погладил своего питомца и задумался. Он придумал, как сварить зелье, чтобы Пушистик ничего не испортил. Весельчак проговорил заклинание, и любимая подушка кота оказалась на самой верхней полке под потолком. Пушистик сразу запрыгнул наверх, улегся и стал с высоты наблюдать, что творится внизу. Весельчак уже сварил свое зелье, взял в руки карту и собрался произнести 3 магических слова: «Ксаракс, Фаракс, Паракс». Но в этот самый момент кот, лежа на подушке под потолком, услышал жужжащую около себя муху. Кот подскочил и прыгнул за ней. Он хотел в прыжке схватить ее лапой, но вместо этого упал на хозяина. Весельчак, падая, выпустил карту из рук, и она упала в котел. Старичок вместе с котом упали прямо на мусорный бак, куда он сливал все испорченное зелье. Оно разлилось и обрызгало с ног до головы мага и кота.
При падении маг начал произносить 3 магических слова, но после того, как его обрызгало зельем, он стал заикаться и вместо 3 магических слов произнес «кс», «фас», «пас». Зелье стало булькать и издавать странные звуки. Портал в сказку был создан. Но что будет происходить с Весельчаком и Пушистиком, никто из них не знал. Взяв свой посох, Весельчак и Пушистик шагнули в зеркальный портал. Они отправились в королевство, из которого пришло письмо. Портал перенес их прямо в тронный зал сказочного королевства, где их уже ждала королева. На ней было пышное платье, но очень помятое и серо-коричневого цвета. Она сидела на троне с грустным лицом, подперев свое лицо рукой. От пирожков она сильно поправилась. Вокруг нее суетились придворные волшебники. Они бегали в панике, не зная, как исправить ситуацию. Все в сказке перепуталось, и у них больше не было волшебной силы. При виде Весельчака королева развела руками и, чуть не плача, произнесла: «О, великий маг, вы пришли? Я больше не могу. Мои принцессы сбежали усмирять драконов. Рыцари отказались от битв и ушли в отпуск, а некоторые сидят в башне и ждут, когда их спасет хоть какая-нибудь принцесса. 3 поросенка охотятся на волка». Весельчак важно поднял свой посох и начал говорить заклинание. Из его рта выскочило только «кс, кс, кс». Он заикался, а в тронный зал начали сбегаться все бродячие кошки со всего королевства, привлеченные его звуком. Пушистик стал шипеть на них, а королева удивленно спросила: «Это что, ваше заклинание?» Весельчак помахал ей рукой: «Нет, нет, нет!» и повторил слова заклинания. «Пс, пс, пс!» Маг замолчал, потом краснее произнес: «Попробую еще раз». И у него вырвалось: «Фас, фас!» И тут Пушистик превратился в большого серого кота, похожего на тигра. Он открыл свою пасть и как рыкнет! Все стали прятаться кто куда. Кошек как ветром сдуло. Все придворные и даже охранные доспехи разбегались в разные стороны. Королева пыталась спрятаться за трон, хотела укрыться в троне, а потом и вовсе залезла под ковер. Когда все разбежались и все стихло, Пушистик снова стал прежним. Королева вылезла из укрытия и стала жаловаться. «Вот видите, во что превратилась моя жизнь? Мои волшебные зеркала показывают только темноту. В моем лесу остался всего 1 волк, за которым охотятся 3 поросенка. Они хотят его зажарить и съесть. Представляете, до чего дошло? На главной площади моего королевства появился портал в другие сказки. Золушка через него пришла к нам. На ней кроссовки-скороходы. Она носится с такой скоростью, что никому ночью спать не дает. Все ходят туда-сюда, проходной двор, одним словом». Королева снова взмолилась: «Исправь это, или мое королевство сойдет с ума, и я вместе с ним». Весельчак, несмотря на свое заикание, решил все исправить. Но он честно признался:
Ваше Величество, сначала я должен разобраться с этим своим заклинанием «Кс-фас-пас». Королева протянула ему список дел. В нем было указано 3 поросенка, Золушка и ее марафоны, драконы и принцессы. Вы это устроили? Вам и исправлять. Делать нечего, и Весельчак с Пушистиком отправились в лес спасать волка от кровожадных поросят. Поросята несли на жерди пойманного волка. Волк стал просить их: «Вы что, с ума сошли? Это же я вас тренировал убегать от меня! Мы же партнеры по сказке! Отпустите Христа ради!» Поросята, потея и пыхтя от тяжелой ноши, огрызаются: «Хватит ныть, Серый! Теперь мы тут главные, а ты наш ужин. Сказка изменилась, и мы тоже. Ты виноват уж тем, что хочется нам кушать!» Хором сказали поросята и засмеялись. Весельчак и Пушистик шли по лесу. Они услышали чей-то смех, прошли немного дальше и увидели поросят, которые несли волка. «Эй вы, куда волка тащите?» – спросил их Весельчак. Поросята остановились, поставили вертикально жердь с волком и говорят: «Он столько лет нас гонял, разрушал наши домики, теперь наша очередь. Хватит нам прятаться в соломе. Мы его зажарим и съедим». Весельчак вздохнул, понимая, что золотой мешочек проник в сказочный мир и устроил полную неразбериху. Он решил окончательно исправить создавшийся хаос, который перевернул все с ног на голову, и восстановить все сказки. Маг поднял свой посох и хотел произнести 3 волшебных магических слова, но вместо этого из его уст снова прозвучало «кс-кс». Со всей округи с мяуканьем снова стали сбегаться кошки. Их было столько много, что поросята среди них потеряли волка, который убегал так быстро, что пятки сверкали. Весельчак еще раз произнес волшебные слова: «Фас! Фас!» Кот превратился в серого огромного тигра и как рявкнет на всех. Кошки и поросята убегали дальше, чем видели. Кот после того, как был облит смешанным зельем, превращался в огромного кота, похожего на тигра, а кошачья мята, попавшая в зелье, превратила его в обаяшку, и он стал привлекать женский пол. Когда все коты разбежались, на поляне остались лишь кошечки. Они смотрели на него, разинув рот. Он стал невероятно популярен среди них. Они видели в нем своего рыцаря. Весельчак, увидев эту звездную болезнь своего любимчика, ударил о землю посохом, и кот вновь стал прежним и спокойным, а фанатки тут же разбежались. Весельчак сильно утомился. Он прилег под деревом и решил немного отдохнуть. Кот лег на его колени. Они оба чуть-чуть задремали. Мои дорогие друзья, если вы не поняли, с чего все началось, я предлагаю вам посмотреть первую историю. Она называется «Золотой мешочек» или «Как все сказки перепутались», и вам станет все понятно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк
и приходите снова. Я всегда рада вам.